Здравствуйте, дорогие друзья! Я продолжу рассказывать про живот. И я расскажу, как пропадает талия из-за особенностей осанки. И почему определенная форма живота появляется. Ну, прежде всего, наверное, это будет интересно женщинам, у которых вот нету вот этой песочной талии, как песочные часы. Да? Вот такой вот талии. Допустим. Ее не стало, да? Вот так вот. У некоторых женщин пропадает талия, и она становится такая, как бочка. Бочкообразная вот такая. Это нередко встречается у женщин уже там под 40 и раньше. Что талии нету. Причем они занимаются, ходят спортом, качают пресс. А талии как не было и нет. Более того, очень часто в этом случае качание пресса как раз таки ничего не дает и даже хуже делает. Вот. Ну, не скажу хуже, но лучше точно не делает. Почему? Потому что надо понять причины. Почему же вот эта талия исчезает. И давайте я вам нарисую живот в разрезе. Ну, вот предположим, что вот это живот у нас. Это вот позвонки, да? Позвоночник, ну и вот живот. Там ребра. Он имеет вот такую форму овала. Предположим, что живот сдавило вот так, спереди. Тогда он поменяет свою форму. Он поменяет свою форму, и он станет вот таким. Ну, я криво нарисовал. Вот таким станет. То есть он станет более плоский спереди и расширится сбоку. И наоборот, если сдавить сбоку живот, то тогда он расширится вперед. Вот. А сбоку станет уже. И от чего это зависит? Это зависит от того, какие мышцы укорочены. Так вот, если у человека укорочена прямая мышца живота, то вы получите вот такое вот отсутствие талии. И наоборот, если укорочены косые мышцы сбоку, тогда у вас будет талия, но при этом будет выпеченный живот. Вот у меня такая история. Да? Если посмотреть вот так сбоку, то у меня вот здесь вот сжато. Если посмотреть вперед, есть вот такой вот животик. Хотя его на самом деле практически нету. За счет вот именно сжатия сильного сбоку происходит вот такое вот выпирание, изменение формы живота. Ну, конечно, если там, например, похудеть, то чем худее человек, тем меньше вот это влияние. Но если к тому же еще есть какой-то висцеральный жир, то вот это будет проявляться очень-очень сильно. И поэтому вы должны, если вы хотите получить талию, то вы должны уметь анализировать свою осанку. Ну и давайте я вам расскажу, нарисую осанки, в которых живот вот принимает вот такую вот форму. Да? То есть если осанка имеет вот такую форму, то есть у человека с плоской спиной происходит натяжение прямой мышцы живота. То есть она вот так вдавливается. И соответственно живот начинает распирать в стороны. Вот так, в стороны, потому что спереди давит. И причина наклон таза вперед. То есть получается, чтобы вам получить талию, вам надо растянуть либо прямую мышцу бедра, либо пояснично-подвздошную. Ну, это надо определять, у кого что. То есть одна из двух мышц, как правило. Ну и саму прямую тоже, конечно, она сама по себе тоже может укорочена. А второй случай, там будет осанка вот такой формы. Там будет вот так. Ну, как правило, это вот шахматный конь, да? То есть вот такая вот осанка. Вот. Здесь как раз будет сжато сбоку. Здесь будет сжато сбоку вот так мышцы. И поэтому живот выпирает вперед. Здесь как раз просто надо растягивать косые мышцы.
косые мышцы, тогда живот станет меньше и выпрямится осанка. То есть здесь форма живота вот такая. Ну, я условно так утрирую, рисую. Потому что она сжата сбоку. Вот. Надеюсь, что вам, дорогие женщины, это понятно. И вы будете знать, как действовать. Потому что если вот в такой осанке качать пресс, укорочение еще больше станет прямой мышцы. Соответственно, еще меньше станет талия сбоку. Ну, а здесь наоборот. Если качать косые, то живот еще больше выпрямит. Поэтому вы должны четко понимать, что качать, а что растягивать. И вот это беда всех фитнес-тренеров, которые дают всем одинаковые упражнения. Ну и то же самое в интернете, да. Вот упражнения для талии, для того, но разным людям нужны разные упражнения в зависимости от того, какая у них проблема. Так что, надеюсь, это все для вас полезно.